Всем привет, мои дорогие! У меня сегодня новый формат видео, извиняюсь. Получается так я не успеваю с моим оператором делать видео, так как он работает всегда до 5:30, а я всегда кушать варю до 12, 12:30, так как я забираю деток из школы 12:30. И я иногда такое что-то вкусное варю, думаю, вот бы сейчас показать. И я решила попробовать сама снимать видео. Я не знаю, как получится. Напишите мне, пожалуйста, вам понравилось или нет, что мне надо изменить, как мне надо правильно делать, потому что я, так сказать, только начинающая, я вообще не знаю, что да, когда, почему. Из-за этого извиняюсь, если вдруг что-то не так. Также мое Aussprache это как я разговариваю, да, как я правильно, может быть, неправильно ударение ставлю, неправильно слова говорю. Так как я уже 14 лет в Германии, я буду даже так говорить, что я примерно 10 лет разговариваю по-немецки только. Но я бы сказала, что не 10, даже 12 лет я разговариваю только на немецком, потому что я хотела выучить немецкий. Мне надо было здесь с детками к доктору, и без немецкого это никуда. Я не ходила в школу, я так сама учила немецкий, читала книжки, смотрела мультики на немецком, потому что это очень было легко понять, что они говорят, как они говорят. И я тогда понимала, и как-то через 3 месяца примерно я начала полностью понимать немецкий, а примерно через 6 месяцев я начала говорить на немецком. Конечно, я говорю с ошибками, так как на русском говорю уже с ошибками, так как на немецком я тоже, получается, говорю с ошибками. Но что поделать, так в жизни получается иногда. Я сегодня по-домашнему, потому что у меня домашний влог. Я хотела показать, если у меня вообще воскресенье у нас сегодня, и вообще я работаю до 4 часов дня на работе, с 3:30 до примерно 3:30, 4. И я в основном в воскресенье никогда не варю кушать. Я в основном стараюсь в субботу сварить кушать, чтобы в воскресенье у меня был такой день, я пришла с работы, села ножкой кверху, может быть, книжку почитала, может быть, поотвечала на ваши комментарии, смотря, что я успеваю. Или мы очень часто что-то делаем с детками. Уезжаем, куда-то гулять ходим. И я хотела показать, что я примерно готовлю, когда я не хочу готовить, что я покупаю. Может быть, я готовлю с того, что уже дома было, с остатков, но в основном я делаю что-то очень быстрое. Я хотела вам показать, что я делаю. Это получится и как влог, и также как рецепт. Я не знаю, как правильно назвать это видео, но вы мне обязательно пишите, что я не делаю, что я неправильно сделала, что мне изменить и как будет лучше. И извиняюсь за мои ошибки, конечно, я сразу, потому что это очень тяжело стоять перед камерой, когда ты никогда перед камерой не стоял. Это не так уж просто. Я уже начала готовить, у нас продаются такие, я сейчас покажу, это уже приготовилась я. Вот так оно сейчас выглядит, это такая колбаса. Она продается сырая, там уже тесто, и ты потом выпекаешь ее, я потом разрежу, покажу, как это выглядит. Мой старший сынок очень любит ее кушать просто с булочками. Булочку разрезаешь, майо, кетчуп, булочку складываешь и кушаешь. Он очень любит. Мы также это кушаем с картошечкой, с лапшой можно покушать, соус к нему можно сделать. Оно очень-очень сытное, оно как типа и мясо, и колбаса. Я даже не знаю, как это вам объяснить, но я его разрежу, я вам, конечно, покажу. Я сейчас покажу, что у меня находится на столе. У меня уже включена духовка 230 градусов с грилем. У нас называется это гриль-факель. Они такие длинненькие, я сейчас вам все это покажу, немножко ближе сделаю. Если вдруг что-то трясется или какие-то вы звуки другие слышите, все это буду когда-то учтить, чтобы потом, ну как, я буду учиться на своих ошибках, будем и так говорить. Вот так выглядит мой стол. У меня сегодня будут овощи, и вот эти шарики вы найдете уже у меня на канале. Но вот эти шарики у нас уже готовые продаются, их очень быстро варить. Какую вы возьмете фирму, это все равно. У меня есть вот такая форма, я уже ее намазала маслом, так как я здесь буду вот эти штуки готовить. Они вот такие длинненькие, я сейчас их разверну, покажу. Вот так это выглядит. Это свиной живот, свиной. Ну, извиняюсь за мои ошибки. Они уже замаринованные, одеты на вот такие шашлычные палки. Ну, у нас здесь в Германии такие продаются шашлычные палки. И я их буду готовить. Вообще их надо на костре готовить. Но так как у нас холодно, и костер я не хочу разводить, я буду вот в этой форме готовить. Эта форма, она глиняная. В ней получается и с одной стороны, и с другой стороны все одинаково.
Вот. У меня вот это мясо, которое уже, или колбаса готовая. Я потом вам, конечно, ее разрежу, покажу. И так у меня еще были... Картошка была отваренная, я ее тоже запеку еще раз в духовке. Соль добавлю, специи добавлю. Будет очень вкусно. И также вот мои все овощи. Здесь у меня будет мяско, и я его буду жарить. Я сейчас вам покажу. На вот этом гриле. Мы его недавно купили, он очень классный гриль. Мы уже очень много сейчас с него делали, и мы были в отпуске, взяли с собой, и это было вообще классно. И если вот вы посмотрите, у меня там вот здесь стоит соус. Я, как вы знаете, замораживаю соус. Это коричневый соус, очень вкусный. И у меня к вот этим шарикам будет этот соус уже готовый. Я его просто сейчас разморожу, загущу, и у меня готовый соус. Я буду начинать, я не знаю, может быть, вас поставить, показать, даже не знаю, как правильно сделать. Или просто с вами поговорить, что-то обо мне рассказать. Или, может быть, вы мне напишите, чтобы в следующем влоге, рецепте, так сказать, вы мне написали, что вам интересно про меня знать. И я буду что-то уже резать, готовить и в это время с вами разговаривать. Это, наверное, будет легче, тогда я буду уже знать, вам вообще это интересно или нет. Пока я режу картошечку, я хотела сказать, что я с ней сделаю. Я в основном, когда у меня остается картошка, мы любим часто в мундирах варить. Я просто солю, перчу, немножко оливкового масла и в духовку гриль включаю верхний и запекаю в духовке. Но сегодня я решила немножко сделать приправ. У меня есть приправа для курицы, вы уже на моем канале видели эту приправу. И я ей немножко посыплю и все это перемешаю, потому что очень хорошо подойдет вот этот гриль-факель. Ну, это как, я не знаю, у кого-то на канале уже видела такой классный рецепт от него. Мне надо канал найти, вам показать, я не знаю, но там очень классные видео именно вот этих штук, которые у меня сейчас стоит в духовке. Я их буду называть свининый живот на палочках. И я хотела еще посоветовать один канал. Я с удовольствием его смотрю. Катя Винс, Германия. Мне очень нравится этот канал. У нее сперва были такое, что она показывала тоже турецкую кухню. Мне очень много рецептов там нравилось. Я тоже пробовала некоторые рецепты. Очень вкусно получается. А сейчас она перезагрузила канал, и у нее просто влоги из Германии, где она работает, про садик. Она это все рассказывает. Это мне очень нравится. Я вам обязательно прилеплю, или как это правильно называется, прикреплю еёшний канал. Если вдруг вам понравится, заходите к ней, смотрите. И я, конечно, в описании под видео этот канал оставлю. И вдруг, если я найду вот этот свининый живот на палочках, ну там не на палочке она делает, но она маринует точно так же, как у нас в Германии. Они очень дорогие. Я все думаю, надо мне попробовать. Я вот на днях только этот рецепт нашла и видела. И если у меня получится его еще раз найти, то я обязательно оставлю в описании под видео этот рецепт. Вы можете зайти на этот канал и попробовать этот рецепт. Я картошечку порезала, хотела вам показать, что я сперва делаю оливковое масло. Потом я добавляю вот этой куриной приправы. Немножко соль, немножко перчик. У меня поломалась моя, которая мелит все. И у меня еще где-то одна есть, но я никак не могу ее найти. Все, не дойдут у меня руки. Соли также немножко. И вы можете еще добавить красный перчик. Тоже получается очень вкусно. Горький, я имею в виду. И просто теперь берете и вот так все это перемешиваете. Посмотрите, чтобы прям хорошо все в маринаде было. Оставьте минут 10 постоять, пока вы все другое будете резать. Все, и у вас готово все. Мне так хватит, я много не хочу. Я только так для вкуса добавила. И все, и тогда в духовочку, под гриль, без гриля, это все равно. Чтобы хорошо поджарилось. Мои грибочки я режу прям такими большими кусочками. Я буду все резать большими кусочками. И нам обязательно понадобится лук, чеснок. Это очень-очень важно, потому что это дает вкус. И розмарин у меня есть. Вот, прям свежий розмарин. Прям туда кладете и вместе с ним жарите. Я просто тут убрала все этикетки тоже вот от моих этих шариков, потому что, чтобы потом YouTube не подумал, что я тут делаю какую-то рекламу. Я все это сама вчера купила. Я хотела вам еще показать, я удаляю всегда вот эту белую с моей паприки, я всегда ее удаляю.
Не знаю, где я слышала, но где-то кто-то сказал, что в ней содержится очень много калорий. Я не знаю, это правда или нет, но вот после того почему-то я удаляю. И я в основном паприку и помидор, например, я чистю, потому что я почему-то не могу шкурку кушать. Но именно в этих овощах, потому что паприка режется тоже большими кусочками, я могу без проблем кушать шкурку. Если вдруг вам шкурку неприятно кушать, вы ее просто удалите и сделайте без шкурки. Ну вот примерно вот так нам надо овощи порезать все, чтобы они немножко побольше были. Что я еще хотела вам сказать, я не знаю почему, но вот почему-то серединку я всегда удаляю в цукини, кабачках, цукини. Вот семечки мне не нравятся. Я стараюсь только семечки удалить. Можно тоже ложкой удалить. Если вдруг вы любите семечки, то, конечно, оставьте их. И насчет баклажан. В основном я в эти овощи не добавляю баклажан, но мне последний раз понравилось очень с баклажаном. Если вы не любите горькость баклажана, положите его на 15 минут в подсоленную воду. Он тогда уберет горькость и не будет такой темный. Овощи останутся... Но вообще он красит, да, баклажан, овощи, если вы его так ложите. А если вы его вымочите в холодной воде, соленой или просто солью насыпите, то он не так будет красить другие овощи. Я все-таки баклажан решила засыпать солью. Конечно, они постоят теперь не сильно долго с солью, но ничего страшного. Наш чесночок мы просто разрезаем на 4 половинки. Потому что нам надо, чтобы он только дал вкус. Если вдруг потом вы чеснок не хотите кушать, вы можете его вытащить или можете его так просто скушать. Смотря как вы чеснок любите. И лук я режу тоже всегда крупными дольками. Как вы уже, может быть, заметили, что я очень люблю красный лук. Прям вот большими такими широкими дольками. Мы так вот порезали наши цукини. И вот так мы порезали наши баклажаны. И вот такими большими кусками я, конечно, порезала паприку, потому что она и становится маленькая, или как уменьшается. И мне нравится, когда паприка немножко побольше. Шампиньоны я тоже вам показала, что на 4 части только порезала. У меня сковородка с тонким дном, она будет очень горячая, потому что это я купила и неправильную купила, но все-таки решила ей пользоваться, пока она не испортится. Я добавляю масло, вы можете добавить оливковое, у меня рапсовое масло. И у меня есть еще, я сейчас вам покажу, такой чили масло. Так как я хочу, чтобы немножко было горько, но не сильно много, но его надо очень осторожно добавлять, оно очень горькое. Совсем немножко добавляю я вот этого масла. У меня также есть чесночное масло, но так как у меня уже чеснок добавленный, я его добавлять не буду. Я решила включить свет, чтобы, я думаю, вам намного лучше будет видеть. Нам надо, чтобы хорошо нагрелась наша сковородка. У меня здесь микрофон висит, надеюсь, вам не сильно будет громко. И мы все закидываем сразу в нашу сковородку. Я пока не солю, так как баклажаны у меня соленые. Конечно же, я добавляю мои грибочки и даю немножко пожариться, и потом уже добавляю туда розмарин. Ну, как потушиться. Но они должны еще к накише остаться, потому что тогда они намного вкуснее. Они не должны быть совсем мягкие. Вот я хотела показать. Вот так выглядят наши овощи уже. Очень много пара, так как у меня не включенная вытяжка. И вам надо столько добавить, вот если я так уберу, вы увидите это. Вам надо столько масла добавить, чтобы масло немножко было, потому что овощи любят масло. И теперь, вот когда они вот в таком уже зажаристом виде, камера совсем так не передает, как на самом деле. Но вот здесь вот видать, что они зажаристые, да? Вам надо добавить теперь розмарин. Я вот так раздвигаю немножко мои овощи. Надеюсь, вам видать. Добавляю немножко масла. И добавляю пару веточек розмарина. Я сейчас уберу грибок. Теперь розмарин должен прям дать свой вкус. Но смотрите, чтобы он не сгорел, так как я убавила мою плитку, потому что он будет горький потом. Теперь я даю немножко полежать. Немножко добавляю сверху маслица. Как говорится, кашу маслом не испортишь. Даю прям, чтобы розмарин хорошо дал свой запах. И все перемешиваю и даю, чтобы мои овощи дошли. Я их опять делаю на сильную мощность,
чтобы они дожарились. А в это время я буду отваривать свои шарики. Соус положу, чтобы он размораживался дальше в моей кастрюльке. И у меня уже почти все готово. Наверное, я не знаю, мне сегодня овощи я не буду делать салат. В основном я еще делаю салат. Я потом вам его покажу, там добавляешь все, что хочешь. Но у меня очень классный соус для этого салата. Он горчично-медовый соус, получается очень-очень вкусно. Но я вам уже в следующем видео, может быть, покажу. Мои овощи готовы. Я совсем забыла про мою курочку. Я ставлю уже грилить курочку, потому что у меня примерно все через 10 минут будет готово. Из-за этого я уже начинаю все делать. У меня здесь есть функция курочки. Я включаю ее и даю сперва полностью нагреться. Как нагреется, она пропищится, тогда я ложу курочку. И этот гриль сам... Хочу, чтобы вы меня немножко видели. Этот гриль сам пищит, когда, например, medium, потом как еще кровь, потом medium, а потом уже когда полностью прожарилась. И, конечно, для курочки надо нам, чтобы полностью прожарилась. И оно получается так, что она постоянно пищит. Тебе не надо стоять и думать, о, когда она запищит, когда не запищит. Оно пищит, ты просто должен повернуться, посмотреть, какой цвет. Мне этот гриль очень-очень нравится. Я хотела обзор сделать, но вот никак не дойду до этого обзора. Вот так он выглядит. Вот так уже выглядят мои овощи. Мои овощи готовы, но я совсем забыла про мои... как они называются, но вы поняли, да? Вот хочу вам показать. Со всех сторон они одинаковые, но они очень-очень поджарились. Но это не страшно, вам надо немножко оставить, чтобы они не такие поджаренные были. Потому что мой ребенок очень любит такие поджаристые. Вот, из-за этого это ничего страшного, но, пожалуйста, вытащите их раньше времени. Ну, вот как, посмотрите, вот в этой штуке они готовятся со всех сторон одинаково. Вот куда бы вы ни повернули, везде они одинаковые. Пока у меня дожаривается курочка, вот так выглядит вот это мясо, колбаса, я не знаю, как правильно назвать. Я ее немножко передержала. Вообще она должна немножко светлее быть. Ну, может быть, минут 10 я немножко больше сделала. Вот я хотела разрезать и показать, как она внутри выглядит. Я надеюсь, вам хорошо видать. Вот так она выглядит. У нас продается такое со всякими овощами внутри. Продается, как пицца называется она. И вот такая, здесь внутри ничего нету. Если она у вас немножко полежит, она станет таким розовеньким цветом. Вот так это выглядит. Я уже почти что все приготовила. Моя курочка еще дожаривается. Может быть, даже вы слышите, как она брыцливает. Жарится, я имею в виду. Я сейчас с вами попрощаюсь и потом покажу, что у нас получается. В основном, когда я не хочу готовить, так я имею в виду не то, что не хочу готовить, я просто не хочу сама что-то делать. Например, вот эти шарики сама делать. Просто я покупаю все уже готовое, и с этого готовлю кушать. У нас в основном шведский стол тогда. У нас все стоит на моем инзеле. Вы уже обзор моей кухни видели, что у меня есть инзель. У нас в основном это шведский стол называется. Ну, как шведский стол? То, что у нас есть. Вообще, вот, если вы сейчас, когда я буду показывать, что у нас еще теперь на нашем обеденном столе, вот эти шарики, которые здесь у меня стоят, они кушаются с красной капустой. У меня тоже есть красная капуста, которую я закручивала, и у меня еще баночка или две осталась. Я могла бы ее открыть и вместе с ним кушать, так как у нас курочка будет. Я даже не знаю, куда правильно смотреть. Камера находится там, я смотрю сюда, наверное, все видео будет очень по-другому выглядеть, как я думаю. Я надеюсь, что это видео у меня получится, и что я его вам загружу, а не придется мне переснимать. Потому что я не знаю, куда правда смотреть. Вот когда я себя вижу или на камеру надо смотреть. Это, конечно, мне надо еще поучиться. Ну, в общем, я решила сегодня красную капусту не открывать, так как у меня овощи есть. Как вы видели, вот у меня пищит мой гриль, который уже показывает, что она сейчас подходит к медиум, ну, наполовину, да. Но так как для курочки наполовину надо, чтобы она полностью прожарилась. Это все-таки курочка. Ну вот как-то так, я не знаю, не судите строго, я учусь. Не знаю, что получится, мне очень самое интересно.
Если вам что-то интересно, я буду в процессе готовки, когда я режу или что-то, я буду вам рассказывать. Я тут немножко присела, потому что еще пока не знаю, как правильно делать. Я прилегла, так сказать, на мой инзель и учусь снимать видео. Это вообще так не очень легко разговаривать с кем-то, когда ты не видишь, не знаешь, а вообще в камеру, когда ты себя видишь еще как-то неплохо. Вот когда меня снимал мой оператор, ну, мой муж, я имею в виду, он, конечно, когда ты себя не видишь, ты вообще не знаешь, что ты говоришь, как ты выглядишь. Здесь хоть немножко себя видать. Да, в очках я хожу. Мне не надо почти всегда ходить в очках, но у меня такая проблема, что я их не хочу одевать, так как у меня зрение нормальная, но у меня вот эта пленка, которая на глазу, она закрутилась. И у меня от этого расплывается, если я вдаль смотрю, у меня расплывается все, и у меня голова начинает болеть. Из-за этого мне не надо очки мои носить. Я не очень их люблю носить, но для камеры я одеваю, так как у меня передалось по наследству круги под глазами. И очень часто мне говорят: о, ты пила всю ночь, о, ты праздновала всю ночь. Нет, я не пила, я не крашусь, может быть, это видать, я не знаю, на камере или нет. Я очень редко что-то наношу на свое лицо. Мне повезло, что у меня всяких прыщиков никогда не было. Надеюсь, моим деткам тоже повезет, моим пацанам. Из-за этого очки у меня всегда, и всегда вот такая дудка. Так намного легче. Я надеюсь, что у меня здесь не включен свет, и на улице сейчас солнышко светит, но оно то зайдет, то выйдет. Я надеюсь, что вот как сейчас темнее, светлее становится. Я, конечно, надеюсь, что у вас это не так сильно будет передаваться. Сниму сейчас мои очки, покажу, как я без очков выгляжу. Не знаю. Если так посмотреть, то вот эти круги под глазами, конечно, ну, можно спрятать, если краситься, но я не любитель краситься, потому что я всегда думаю, если ты будешь чем чаще краситься, тем быстрее состаришься. Не знаю, это правда или нет, но вот сидит мне как-то так в голове. Я вообще не люблю, даже если я на работу иду, я наношу такой очень, я не знаю, у нас такая тональный крем с нормальным кремом. Он делает такое гладкое твое лицо, и что ты как будто бы не только встала, такой, как будто такой, я не знаю, как это правильно выразить, фриш. Это у меня уже почти доварилась моя курочка. Ну, в общем, все я вместе здесь вам сказала, не договорила. Ты не выглядишь так, что ты устала, и ты выглядишь просто вот так, фриш. Я даже не знаю, как фриш будет. Скажи, пожалуйста, как будет фриш? Свежим. Вот немец знает больше русского, чем я. У меня ходит муж из-за этого. Я спросила, как будет фриш по-русски, свежесть. Выглядишь просто свежим. Как вы заметили, моя кухня так и осталась не совсем сильно захламленной. Я решила все-таки ее так оставить, и мне очень нравится. Все пока держится, детки все делают как хотят, как мама хочет, а не как они хотят, я имею в виду. Ну, там одно ведерко сзади стоит, только что помылась машинка, и я начала разбирать, мой муж-то разбирал, я уже все загрузила, что стояло полный этот там. Мой умывальник, не умывальник, ваш пекин на русском. Не знаю, ни я, ни мой муж, он только что смотрит перевод. Раковина, я вспомнила, раковина. В раковине там полно все стояло, но мы уже сейчас убрались, так как курочка уже доделывается, дожаривается. Но я буду с вами прощаться. После моего прощания вы увидите наш стол. Я всем желаю приятного аппетита, всем желаю только мира, добра, всем всего самого хорошего. До новых встреч. Пока-пока. Ну все, наша, так сказать, обед наш готов. Пережарились, немножко надо раньше вытащить, но мой ребенок, для кого я делала, он очень любит. Картошечка вот такая вкусненькая она получается. Вот так выглядят наши овощи. Вот такая курочка в этом гриле получается. Поверьте мне, это очень вкусно. Она такая сочная получается. Эти наши шарики. Потом вот эта колбаса, не колбаса. Я не знаю, как это называется. И наш соус. Вот так выглядит наш соус. Если бы вы знали, как это все пахнет. И вот так выглядит наш стол. Я всем желаю самого-самого наилучшего, мира и любви. До новых встреч!